Привет, любимые! Сегодня мы с вами отправимся на Принцевы острова, а именно на остров Боякада. Отправление моего парома было с европейской части города, и весь путь занял около 2 часов. На пароме есть буфет с кофе, чаем и бутербродами. Ну а я выбрала Симит. Любимым развлечением на корабле было кормление птиц. Вот мы и добрались до острова. Когда выходишь с парома, сразу видишь много кафешек, ресторанов, туристов, но не везде так, только на этих улочках. А потом мы нашли вот такой интересный транспорт и поехали в свой отель. А пока можете посмотреть, как выглядит остров, какие там улочки, какие жители, какие дома. Добро пожаловать в самый волшебный отель на острове. Почувствуйте эту атмосферу, проникнитесь ею. Совсем скоро я подробнее расскажу. Ну, здравствуйте, люди! Я счастлива. Такой красивый отель, такой красивый номер. Все вам покажу. О, друзья, как здесь красиво! Как я рада, что я здесь. Здесь хвойные деревья, совершенно другой воздух. Вот просто место, где хочется жить. И оно такое, знаете, сокрытое. Мало кто о нем знает. Здесь только вот 5 человек сейчас в этом отеле. И он такой приватный очень. Все, как я люблю. В общем, это так красиво. Вот соединение с природой. Я просто в восторге, я не знаю, что сказать, слова здесь не нужны. Очень красиво, я рада, что я открываю для вас это место. Каждый здесь должен побывать. После Стамбула это просто сказка, это просто полет души. Хочется летать, вот честно. Я такая окрыленная. Здесь получается такие бунгало. Вот видите, 1, 2, 3. Такая вот приватность создается. Очень здесь тихо, спокойно, звуки природы. Ты гори, гори, ты огонь гори, ты рода чист, с колен подними.
Это такой путь к моему домику. Вот там, получается, смотрите, ничего нет. Это просто сказка. Как будто, знаете, какая-то другая реальность. Кися. Доброе утро, Кися. Ты проголодалась, Кися? У меня теперь будет новая кошка. Чумазая. Знаете, бывая в таких местах, у меня вот просто одна мысль такая на уме. Вот бывает же жизнь. Живут же люди вот так вот на природе постоянно. Какая была бы эта жизнь другая, другого качества. Я здесь чувствую себя просто как рыба в воде, то есть это вот полностью моя такая сфера, атмосфера. Вот там уже можно увидеть Стамбул. Стамбул, он настолько бескрайний, вот эта вот полоса просто тянется и тянется, конца и края не видно. Вот мы, получается, напротив Стамбула. Счастье есть. Жить. Счастье. Доброе утро от котиков. Они сегодня собрались все вместе. Посмотрите. Там у них ворона, птички. Это очень интересно. Смотрите, вот еще один котик. Красота. Ой, посмотрите, какой завтрак нам принесли. Сейчас еще заказали яйца. Смотрите, какая красота. Вы бы знали, какой здесь чистый воздух. Что самое классное, здесь в отеле выдают бесплатные велосипеды. И сейчас собираюсь его взять, покататься по острову, немного поизучать остров, показать вам здешние красоты. В общем, день будет насыщенным, скорее всего. Но, знаете, не так сильно жарко, очень хорошо, приятно, такой бриз легкий. В общем, я готова к приключениям. Но завтра уже домой. Всего лишь 3 дня, 2 ночи в этом районе. Но все только начинается, все впереди. Поехали. Вот я нашла велосипеды. Мне нравится, что они с корзинкой. Что, друзья, я за байком. Честно говоря, немного так не по себе, потому что здесь нет полосы. Видите, опасненько.
могу сказать? Я устала. Ну, примерно минут 15 покаталась. И очень тяжело. В горку. Плюс у меня какой-то неисправный велосипед. В общем, здесь есть такие вот машинки, багги. Просто закажу. Это типа как такси. И поеду в горку. Куда угодно поеду. Вот. Это, конечно, не для меня удовольствие в жару на велосипеде. Вот. Ну, покаталась немного. Поняла, что это не совсем мое. Опыт. Вот так отель выглядит наш со стороны. Вот это вот все его территория. Так вот он очень так сказочно выглядит на самом деле. Очень красивый. В общем, дом, милый дом. Пришла я в отель. План такой: здесь отдохнуть в саду, а вечером уже ближе к закату поехать на какую-нибудь смотровую площадку, посмотреть остров. Что, друзья, вышла я на прогулочку, и, конечно же, тут же началась стройка. Только я начала записывать видео. Сейчас отправляюсь на поиски автобуса, такси, чтобы поездить по острову. Что-то интересное вам снять, показать, посмотреть самой. Смотрите, какие классные здесь коты, интересные внешности. Такой красивый, такой необычный. Смотрите, я просто иду, и просто коты. Через каждый мой шаг. Знаете, что интересно прочитала? Только сегодня прочитала, что именно на этом острове у кошек какое-то странное заболевание, что они все погибают. Сказали, что нельзя их гладить, ласкаться. Нужно быть очень аккуратным. Вот такая вот сегодня информация пришла. Так что вот так. В общем, продолжаю я идти. Смотрите, какая красота здесь открывается. Вообще, здесь, получается, можно увидеть дома 19 века, 18 века и так далее. И проникнуться вот этой вот настоящей атмосферой, которая была в историческом Стамбуле. Сейчас исторический Стамбул, он исчезает. И вот эту атмосферу можно увидеть на Принцевых островах. Друзья, нежданно-негаданно наткнулась вот на такое странное, какое-то оккультное здание. Очень странное. Смотрите, какой классный, интересный дом нашла. Какой он красивый. Как за ним хорошо ухаживают. Очень красивый. Смотрите, какие красивые ухоженные дома. Вот просто наслаждение гулять здесь. До сих пор я не нашла такси, но я направляюсь в центр, там, думаю, найду. Остров на самом деле не такой большой. При желании его можно обойти. Автобусы почему-то не останавливаются, поэтому я иду в центр. Буду искать там. Смотрите, какой дом нашла. Очень такой своеобразный, интересный. Ухоженный. Такой какой-то величественный. Еще одно произведение искусства.
Смотрели сериал «Королек птичка певчая»? Вот что-то такое, да, напоминает. Вот такие вот старинные дома здесь есть. Даже как будто там кто-то живет, что ли, непонятно. Так это все выглядит. Смотрите, какой красивый дом. Прям вообще такой ухоженный. Цвета очень нравятся. Смотрите, какого котика я нашла. Сейчас я буду рулить электробайк. Если честно, мне страшно, потому что это такая машина. В общем, мои впечатления, он совершенно неуправляемый велосипед, и прям страшно. Вот на самом деле страшно. Здесь очень много народу, все вот туда-сюда бегают, поэтому стараюсь аккуратно водить. Смотрите, какое место. Так, смотрите, чем здесь кормят. Просто на бум взяли тарелку. Вот этим будем питаться. Водичка с лимоном. В общем, дорогие, электробайк — это вещь. Просто так быстро, так удобно. Это очень круто. Вот всем рекомендую попробовать и убедиться. В общем, так быстро доехали. Это просто что-то невероятное. Научилась-таки я ездить на электробайке без происшествий, так скажем. Никого я не задела, все хорошо. Здесь такой сосновый лес, очень Россию напоминает. У меня самые вот такие лучшие воспоминания. Сосновый лес, вот этот невероятный аромат.
Что, друзья, всем доброе, бодрое утро. У меня сегодня настал последний день. И, конечно, не хочется уезжать, но нужно ехать. Что хочу сказать. Прекрасный отель, совершенно замечательное просто вот место. Для тех, кто живет в Стамбуле, это вообще просто находка на пару дней на природу. Это что-то невероятное. Я всем желаю вам, друзья, оказаться здесь однажды. Это очень классная перезагрузка. Пришла пора выселяться из отеля и поблагодарить его за этот прекрасный опыт. По дороге в порт я решила показать вам совсем другие улочки и районы, где мы еще с вами не были. Что, еду я в порт с ветерком. Остров многогранен, и сюда нужно приезжать минимум на 2 дня. Ну а я прощаюсь с островом с надеждой, что однажды вернусь снова. Благодарю, что посмотрели это видео до конца, и увидимся с вами уже очень скоро. Обнимаю.